Балет– это не мое. Это, конечно, красиво, но скучновато. Я боюсь, что приду в театр и ничего не пойму. Поскольку я много лет обитала в балетной среде и всегда любила это искусство, мне нередко приходилось слышать от друзей и знакомых эти фразы. Мифы вроде «балет– это элитарное искусство» или «скука смертная» или «это не круто» страшно живучи. Сегодня мне хочется немножко поразмышлять на эту тему и попробовать вдохновить вас взглянуть на балет под другим углом и дать ему еще один шанс. Балет трудно понять без подготовки, не обладая специальными знаниями. По-моему, так можно сказать про все, если хочется придраться. Туда не пойду, потому что слишком сложно и непонятно. Например, я люблю ходить в музеи, но не могу похвастаться роскошными знаниями о направлениях, течениях, периодах и художниках. Но не думаю, что из-за этого мне должны запретить проход в Пушкинский музей или в Третьяковку. В случае балета я понимаю, что имеется в виду. Язык пантомимы, танцевальная лексика, насмотренность. Все это имеет место быть. Но ведь искусство в первую очередь про ощущения. И в театр каждый из нас идет за эмоциями, за волшебством, которое происходит на сцене, за невероятным обменом энергии с артистами и другими зрителями. Правильных и неправильных эмоций не бывает. Не бывает правильных нравится и не нравится. Секрет лишь в том, чтобы быть открытым новым впечатлениям. Любое искусство про это. И да, среди балетных есть и будут люди, говорящие: «Вам не понять наше высокое искусство». Но начнем с того, что интеллигентный и образованный человек вообще относиться к кому бы то ни было таким образом и говорить подобные вещи не станет. Потому что образованный, интеллигентный человек понимает, не знать не стыдно, стыдно не хотеть узнать, что для развития важно познавать новое и что-то пробовать. Я на 185% уверена, что театр – это главным образом эмоции, и идя туда, не нужно беспокоиться о знаниях. Конечно, этим я никоим образом не хочу принизить значение театроведов, историков и всех, кто изучает искусство. Они делают огромную работу. Но обычному зрителю, правда, не надо обладать специальными знаниями, чтобы смотреть балет. Только если ему самому захочется углубиться в контекст. Конечно, балет начинался как элитарное искусство, доступное знатным и богатым зрителям. А в 20 веке ситуация резко изменилась. Очень разные люди с разным уровнем образования, благосостояния, с разной географией имеют возможность, если есть такое желание, попасть на балет. Да, не все могут посетить главный театр страны, большой, но балет-то им и не ограничивается. Здесь, конечно, можно провалиться в яму долгих разговоров о ценах на билеты, тема животрепещущая, но давайте не будем туда падать, честно скажем. Если ты очень-очень хочешь, способ посмотреть хорошие спектакли найдется. Кроме того, не будем забывать про интернет, про тот же YouTube. В наше время какая-нибудь маленькая девочка, живущая в маленьком провинциальном городке, может ни разу не побывать в театре, не видеть настоящих балерин, но смотреть спектакли или отрывки из них в интернете, ну или по телевизору. Не забываем и про прекрасный канал «Культура» с его трансляциями премьер, показами Золотого фонда и многочисленными программами об искусстве танца. Такая девочка может увидеть балет на экране и влюбиться. Благодаря современным технологиям у нее будет возможность подпитывать эту любовь новыми знаниями и постановками. Здесь главное – искренний, глубокий интерес и желание, а возможности найдутся. Теперь мое любимое. Балет – это не круто. Во-первых, каждого, кто так говорит, хочется поместить на денек в академию, где дети с 8 утра и до 6 вечера вкалывают. Или хочется показать ему комбинацию или кусочек какой-нибудь вариации с мелкой техникой или там с прыжками или вращениями и предложить повторить. Я считаю, что балетные очень крутые и классные, хотя бы потому, что через боль и усталость делают потрясающие вещи на грани человеческих возможностей. В каком-то смысле они приносят в жертву свое здоровье, свое детство. Они очень целеустремленные, сильные, мотивированные, вдохновленные, и это максимально круто. Во-вторых, кто решает, что круто, а что не круто? Да, сложно, если все твои друзья любят баскетбол, а тебе симпатично искусство. Но тут есть два великолепных выхода. Поделись своей любовью с друзьями, вдруг им тоже понравится. А если нет,
Ничего страшного, ты можешь найти новых друзей по интересам и общаться с ними о театре, не чувствуя себя в этом одиноким. Тут лучше полагаться на собственные ощущения, чем на тренды. Что касается скучноты, это тоже устаревшая точка зрения. Балет бывает разным. Сколько техник, экспериментов, стилей, авторских почерков появилось в 20-21 веках, не сосчитать. У каждого хореографа своя манера, свой взгляд на движение и на сюжет. И мне кажется безумно интересным смотреть разные прочтения одного классического сюжета или наблюдать, как рождается абсолютно новая хореография. В этом смысле искусство многогранно и бездонно. Оно дает повод постоянно удивляться, сравнивать, анализировать, интерпретировать. Конечно, бывают скучные спектакли, как бывают и неудачные фильмы или плохие книги, но даже они дают богатую почву для размышлений. А почему получилось скучно? Хореография неинтересная, сюжет дурацкий, нет идеи, артисты плохо танцуют. Если такой спектакль мне не нравится, значит, надо попробовать что-то другое. Любовь к искусству– это вечное узнавание и вечный поиск, очень увлекательный. Надеюсь, вы хоть чуть-чуть прониклись этими идеями и, может быть, даже соберетесь сегодня посмотреть балет. Дайте знать, нравится ли вам такой формат видео и что вы думаете обо всей этой теме. До встречи!